Теория эволюции Чарльза Дарвина стоит в одном ряду с величайшими открытиями человечества. Однако при этом не до конца понятно, что же именно открыл великий ученый. Дело в том, что в его теории естественного отбора исследователи постоянно находят какие-то ошибки. Например, яркие половые признаки никак не повышают шансы животного заполучить партнера, как считал Дарвин. Не имеет ничего общего естественный отбор и с уничтожением конкурентов. Скорее, ради выживания он подталкивает к сотрудничеству. Но это не единственные странности, которые новейшие исследования обнаруживают в теории эволюции. С самого начала с теорией эволюции у человечества складывались довольно странные отношения. Возможно, потому, что ее создатель сам был человеком довольно странным. Родители Чарльза Дарвина были врачами, и сын должен был пойти по их стопам. Однако Эдинбургский университет Дарвин бросил, проучившись всего 2 года. О медицине пришлось забыть, потому что Чарльз не выносил вида крови. А вот экзотических животных он с юности действительно любил. Хотя и несколько странную любовью. В Эдинбурге он с удовольствием делал из них чучело, обучаясь ремеслу таксидермии у отпущенного на свободу темнокожего раба. А позже даже стал пробовать экзотику на вкус. Например, возглавляя Кембриджский клуб обжор, Дарвин любил отведать жаркое из сов или побаловать себя рагу из ястреба. К счастью для науки, интерес Чарльза к животным этим не ограничивался. В 1830-х годах он отправился в путешествие на военном корабле «Бигль», обобщив свои наблюдения за животным миром в книге «Происхождение видов». Любая экстравагантность, включая теорию эволюции, сошла бы ученому с рук, если бы не одно «но». С эволюцией животных религиозное сознание еще как-то могло смириться. Идея естественного отбора, который способствует выживанию и размножению тех особей, и что лучше всего приспособлены к условиям окружающей среды, казалась странной, но более или менее приемлемой. Другое дело — отказать Богу в сотворении человека и признать последнего порождением обезьяны. Более кощунственной идеи для верующих людей в то время и представить себе невозможно. Крестовый поход креационистов против Дарвина до сих пор не завершен. До 1968 года школьное преподавание дарвинизма было запрещено во многих американских штатах, пока запрет не был признан антиконституционным. Несмотря на почти двухвековую историю научных доказательств, богохульную правоту теории Дарвина готовы принять далеко не все. Для особо упорствующих Папа Франциск в 2014 году вынужден был сделать специальное заявление о том, что эволюция никоим образом не противоречит творению. Но даже авторитет Папы Римского мало что смог здесь изменить. С теорией Дарвина продолжают спорить не только церковь и верующие. Ученые также на разные лады пытаются ее оспаривать, интерпретировать и уточнять. Одну из последних, наиболее растиражированных СМИ правок в теорию внес известный историк Юваль Ной Харари, который сместил акцент с биологической эволюции человека на ментальную. Но в 2022 году его израильские коллеги пошли еще дальше. Изучив генетические механизмы адаптации человека к малярии, они представили доказательства, что изменения в генах человека происходят вовсе не случайным образом, как утверждал Дарвин. То есть фактор внешней среды не единственный источник мутаций в геноме. Намного быстрее и точнее изменения вызывает та информация, которая уже есть внутри. С тем, что эволюция представляет собой непредсказуемый процесс, не согласны и британские ученые из Ноттингемского университета. Используя технологию машинного обучения «случайный лес», они проанализировали 2500 геномов одного и того же вида бактерий. Оказалось, что эволюционная траектория генома действительно не случайна. Она определяется эволюционным прошлым генома. Открытие предсказуемости эволюционных процессов трудно переоценить. Воздействуя целевым образом на гены, ученые в будущем планируют справиться со многими неизлечимыми болезнями, антибиотикорезистентностью и даже климатическими вызовами.
Но не случайно эволюция. И еще в одном смысле. Она оказалась не слишком уж изобретательной и склонной повторять свои излюбленные приемчики. В свое время знаменитый палеонтолог Стивен Джей Гулд утверждал, что если бы мы получили возможность отмотать назад ленту жизни, то эволюция пошла бы совершенно иным, непредсказуемым путем. И тогда на выходе мы, скорее всего, уже не увидели бы Homo sapiens. Однако эволюционисты из Национального центра научных исследований во Франции, 30 лет изучая эволюцию палочников в 10 разных регионах, заподозрили, что Гулд был неправ. Эволюция склонна повторяться, причем вполне предсказуемым образом. Дальнейшие наблюдения за крабами и колюшками показали, что эволюция одного и того же признака повторяема, хотя и довольно сложна. Эволюция скорее консерватор, нежели безудержный фантазер. Она развивает у организмов в основном одни и те же черты. Но самое неожиданное открытие в области эволюции было сделано в конце 2024 года. Американские биологи из Мичиганского университета предположили, что эволюционируют не только живые существа, но и сам процесс эволюции. Со временем она изобретает все более эффективные и тонкие настройки. С помощью специальной компьютерной программы ученые смоделировали виртуальные организмы, которые могли использовать для выживания одну из двух стратегий. Стратегии были взаимоисключающими, поэтому использовать две одновременно организмы не могли. Ученые много раз меняли параметры среды в виртуальных мирах, и с каждым разом виртуальные формы жизни все быстрее и лучше адаптировались к новым условиям. Правда, эволюция эволюции имела место только в том случае, если перемены происходили не слишком резко, на протяжении жизни не одного-двух, а нескольких сотен или хотя бы десятков поколений. Когда число полезных мутаций достигает определенного уровня, то исчезновение популяции больше не грозит. Происходит это по двум причинам. Во-первых, появляется большее разнообразие особей, которые могут выжить и процветать. Во-вторых, организмы лучше адаптируются к условиям, с которыми уже приходилось иметь дело их предкам. Как видим, теория эволюции Дарвина не является раз и навсегда застывшей научной догмой. Судя по всему, даже сама теория эволюционирует, творчески адаптируясь под новые научные открытия, согласно своим же собственным законам. Причем с каждым открытием она становится все более странной. Дарвин изменил представление о мире, но мир продолжает меняться. А что думаете вы, устарела ли теория Дарвина или ее ждет новое будущее? Напишите в комментариях, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.